Друзья, я вас приветствую. У нас очень плавно движутся к завершению темы, которые касаются углеводов, которые касаются инсулина, которые касаются его роли. М, до этого инсулин мы касались достаточно поверхностно. Однако его роль в организме, мало того, что демонизируется, она остается не до конца понятой. И вот в оставшихся материалах я хотел бы поговорить с вами про инсулин. И я хотел бы с вами поговорить про то, насколько рационально использовать углеводы и как именно это делать тем, у кого уже есть диагноз инсулинорезистентность, э, тем, кто находится в преддиабете, в диабете. И, конечно, для вас сейчас откроется, почему некоторым людям мы с самого начала выдали все макросы, почему мы кого-то отправили на низкоуглеводную диету. Потому что если вы видите комментарии, что ой, с вашими рекомендациями у меня фактически получилось кето. Ну, нет, получилось не кето, и хотя, если говорить о том, что кетогенные диеты — это именно низкоуглеводная диета, да, кетогенная диета — это не обязательно высокожировая диета. То есть диета с умышленно низким количеством углеводов, менее 50 грамм в день — это уже все. Она имеет ярлык кетогенная, кето. То тогда, ну, в общем-то, это имеет под собой основание. Хотя это неумышленно, но так совпало, да, мы перемещали мы перемещали макронутриенты так, чтобы было оптимально для движения того или иного человека, опираясь на то, что вы написали о собственном здоровье или ну, на процент жира и так далее. В сегодняшнем материале я просто-напросто раскрою эти вещи подробнее. Итак, первый слайд, вы видите, называется «Инсулин коротко», и это самая общая поверхностная информация, которую, в общем-то, все и так знают, которая муссируется очень много. То есть, первое, инсулин можно описать как запасающий, и он помогает завести нутриенты в клетки тела. И здесь у нас речь идет и об углеводах, то есть запасание в виде гликогена, и о белках, потому как помогает завести аминокислоты в клетку, и о запасании жиров, потому как ну, та самая функция, да, она тоже зависит от инсулина. Когда в избытке, в профиците энергии, углеводы могут запасаться в жир. То есть жиры, они вполне могут запасаться и без участия инсулина. Опять же, другая известная функция, что он останавливает окисление жиров и сжигание жиров фактически, да. Хотя то же самое абсолютно касается, к примеру, белка. То есть он тоже перестает утилизироваться в это время. То есть инсулин, он выступает в роли тумблера, когда мы из состояния расхода переходим в состояние запасания. И именно поэтому существует такая иллюзия, как высокий уровень инсулина вызывает запасание жира. Из прошлой лекции вы помните, что невозможно запасти то, чего нет в наличии. Если у нас нет профицита энергии, нет вот этого избытка входящих, запасти нечего. И он не является причиной ожирения. Он является механизмом сопутствующим очень многим процессам. Ну, из менее известного, да, то, что повышение уровня инсулина снижает уровни кортизола, повышает уровни лептина, гормон, отвечающий за насыщение. На самом деле там повышает он совсем чуть-чуть. Точно так же, вот как и следующий пункт, повышает уровни трииодитрина, гормона щитовидной железы. То есть факт остается фактом, но это именно очень механистический взгляд. Это не значит, что если проблемы с щитовидкой, нужно больше инсулинотворящих продуктов или нужно подкалывать инсулин. Нет. А, Опять же, да, повышают уровни лептина. До какой степени? Если у человека развитая инсулинорезистентность, то у него, как правило, и лептинорезистентность. То есть и инсулина, и лептина много, но организм их не видит, не слышит, не отзывается. А, Ну и вот, как сказано, чувствительность к инсулину, она имеет очень важное значение для всех обозначенных процессов. Инсулин и аппетит. Я думаю, что вы помните вот эту вот историю про то, что если упростить, если вспоминать истории от тренеров из мира ЗОЖа и ПП,
всегда есть вот эта связь между тем, что ты как бы съел какую-нибудь вкусняшку, что-то сладкое, у тебя уровень глюкозы подскочил, уровень инсулина подскочил, после этого идет провал, и тебе захочется есть только сильнее. По факту это не совсем так. Инсулин своим действием аппетит снижает. И продукты, имеющие высокий инсулиновый отклик, они как раз замечены в том, что они очень качественно снижают аппетит. Собственно, это даже основная причина сытности белковых продуктов. Причем, чем сильнее инсулиновый отклик, тем сильнее подавляется аппетит. Исследования, если вы обратите внимание на нижние два графика, сравнивали два приема пищи. Один низкобелковый, высокоуглеводный, 125 грамм углеводов и 21 грамм белка, против 50 на 50, 75 грамм белка, 75 граммов углеводов. И то, и другое у нас фактически на 675 калорий. То есть это в плане входящей энергии одинаковые приемы пищи, но уровень белка и углеводов он разный. Если вы посмотрите на нижний левый, вы видите, что высокоуглеводный прием пищи, соответственно, дал больший подъем уровня глюкозы в крови. Ну, и это логично, да, потому что углеводы, они все разбираются до глюкозы. Соответственно, подъем глюкозы в крови логично, что должен быть выше от более высокоуглеводного приема пищи. Однако мы можем просто навскидку предположить, и зачастую это коррелирует, что чем больше глюкозы попало в кровь, значит, тем больше инсулина должно выделиться в ответ. По факту нет. Когда мы смотрим на прием пищи, в котором больше белка и меньше углеводов, э, получается, собственно, более сильный инсулиновый отклик. И второй случай, когда больше белка и меньше углеводов, сытнее. Вы могли это вполне проверить на практике, потому что вы уже 2 месяца вместе с физиклом, и количество белка в рационе из всех источников у вас выше, количество углеводов из всех источников у вас ниже, и вам живется сытнее. Если вы помните, что вам стало жить сытнее уже после подъема количества белка в рационе, и потом еще дополнительно сытнее, когда появилась клетчатка. И все-таки исследование 2. Это очень странное исследование, ну, с точки зрения дизайна. Дело в том, что людям предлагали шейки, мы все знаем милкшейки, да, молочные коктейли, но вот там были не все были молочными. Таким образом, это было блюдо в жидком виде из различных источников. То есть использовался либо яичный белок, либо индейка, либо тунец. Мне очень довольно странно представлять напиток из тунца. Вот, либо более классический сывороточный протеин, который у нас идет под маркировкой whey. А, Нижние правые два графика. Как вы видите, инсулиновый отклик куда как выше от сывороточного белка, то есть меньше всего от яичного белка, чуть выше индейка, чуть выше рыба и выше всех сывороточный протеин. Ну, в общем-то, это все то, о чем мы говорили, да, молочка очень сильно дает очень сильный инсулиновый отклик. Спустя 4 часа людям предлагали неограниченный ланч, перекус, и вот именно так оценивали сытость после того или иного шейка. И вот как нижний крайний правый график мы видим, что по сравнению с яичным белком люди, употребившие сывороточный протеин, они съели почти в 2 раза меньше. То есть количество белка в шейке, оно было уравненным, но источники были разные по инсулиногенности. И сывороточный белок показал себя лучше всего, снизил аппетит сильнее всех. И причина, скорее всего, основная причина именно в его инсулиногенности. Таким образом, если резкие подъемы и спады уровня глюкозы и стимулируют аппетит, то речь именно о глюкозе, но не о инсулине. Далее, опять же, мы знаем инсулин прежде всего как гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Это его функция на поверхности, мы о ней постоянно слышим, и, собственно, проблемы инсулинорезистентности зачастую связываются в основном с этим, да, с нарушением регуляции уровня глюкозы в крови. Но и здесь есть определенные тонкости.
Поджелудочная железа выделяет инсулин в ответ на повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи. И вместе со снижением уровня глюкозы снижается и инсулин. Другие важные функции инсулина – это стимуляция мышечного синтеза, то есть он снижает распад. Мы это проходили еще в теме про белок. И он блокирует липолиз, как известно, да, останавливает жиросжигание в моменте и стимулирует липогенез, то есть отложение жира. В общем-то, стимуляция мышечного синтеза, она редко является заслугой физиологического уровня инсулина, то есть естественный подъем инсулина в ответ на продукты, то есть мы съели что-то что инсулиногенное, и от этого должны сильнее расти мышцы. Ну, скорее всего, вряд ли, потому что исследования, которые это подтверждают, они больше про а, инъекционный инсулин и его роль в спорте. При этом то, что он снижает распад белка, да, абсолютный факт. То есть мы помним, да, что, ну, к примеру, прием белка или даже прием отдельных аминокислот, он снижает мышечный распад и стимулирует мышечный синтез. Но мышечный распад он снижает не потому, что это аминокислоты и белок, а потому что они являются довольно-таки инсулиногенными, и именно уровень инсулина снижает распад белка, добавляя нам в плюс синтеза. Что касается блокировки липолиза, ну, вы уже понимаете, да, даже из своего опыта, то, насколько сколько вы потеряли жира и так далее. Все-таки это происходит в короткий период после приема пищи. И у нас в течение суток еще очень-очень много времени на жиросжигание. И более того, вы все помните прекрасно, что от количества приемов пищи никак не зависит ваш успех в жиросжигании. Вместе с тем, органы и ткани способны принимать глюкозу и без инсулина. Вы это помните, было пару лекций назад, когда мы говорили о глюкозных транспортерах, глют-1, 2, 3, 4, 5 и далее до 13. И вот это нужно не забывать. Глют-4, инсулинозависимый транспортер, он очень важен, он очень актуален, но он не единственный, да, глюкоза, она усваивается и без него. И вот это как раз в фитнес-среде почему-то активно игнорируется. Но он своим действием ускоряет и усиливает распределение глюкозы по вот всем этим депо. А, Таким образом, он является фактически чем-то вроде педали газа, да, если можно сказать, что инсулин – это акселератор этих процессов. Но одновременно, да, и инсулин можно рассматривать как нажатие на газ, в смысле распределения глюкозы, и одновременно как тормоз. То есть что-то он ускоряет, что-то он тормозит. И вот эта тормозящая функция, она почему-то совершенно не на поверхности, почему-то про нее очень мало говорят и пишут, а ведь она останавливает поступление глюкозы в кровь, которая синтезируется из гликогена, запасенного в печени. Это явление называется гликогенолиз. И также он снижает синтез глюкозы из аминокислот. Имя этому процессу глюконеогенез. То есть два процесса. Высвобождение глюкозы в кровь из печени, то, что у нас является нормальным процессом, когда мы голодны. То есть, когда мы начинаем есть, нужно что? Этот процесс притормозить. Он останавливается не на 100%, но он останавливается очень-очень сильно. То есть, печень продолжает выделять глюкозу, ну, прям в очень небольших количествах. Потому что здесь, хоть мы используем понятие тумблера, да, это не совсем тумблер, это скорее вот как бы больше одного, меньше другого. И точно так же синтез глюкозы из аминокислот. Что у нас происходит, когда мы сидим на низкоуглеводной диете? У нас не хватает углеводов для поступления нормального глюкозы в кровь. Да? Предположим, мы находимся на потреблении меньше там 100 или даже 80 грамм глюкозы в день. Ну, углеводов. Тогда недостаток будет каким образом восполнен? Эта глюкоза будет синтезирована для того, чтобы покрыть там минимальные нужды. Это тоже процесс, который, в общем-то, идет непрерывно и позволяет нам позволяет сделать углеводы не необходимыми для выживания, скажем так. Мы должны иметь в виду, что это не оптимально, но, по крайней мере, мы без них можем жить. Инсулинорезистентность она обычно проявляется, инсулинорезистентность, нечувствительность тканей к действию инсулина, проявляется в основном с ростом процента жира. То есть это было еще в самой первой лекции, когда мы отъедаемся свыше 20% жира в случае мужчин,
свыше 30% жира в случае женщин. У нас начинает активно нарастать висцеральный жир, то есть жир на внутренних органах. И он уже очень сильно коррелирует с инсулинорезистентностью, и он очень сильно коррелирует с появлением и проявлением и развитием воспалительных процессов в организме, именно системных воспалительных процессов. Не когда мы потренировались, да, и у нас там локально какой-то воспалительный процесс образовался, а вот именно когда мы целиком. И это, конечно, очень-очень плохо. Конечно, есть в этом смысле некоторая, бывает генетическая предрасположенность, может инсулинорезистентность осложняться наследственностью и может осложняться нарушениями режима и образом жизни. То есть здесь уместно вспомнить исследования, которые проводились на людях, работающих посменно, да, что в течение ночи отклик на входящую пищу, он не такой, и действительно анализы портятся. И также нерегулярные приемы пищи. От здорового состояния к инсулинорезистентности и к сахарному диабету второго типа. В норме инсулин интенсивно вырабатывается поджелудочной железой в ответ на повышение уровня глюкозы в крови и очень эффективно эту глюкозу утилизирует. То есть поднялся, компенсировал, никаких проблем. При инсулинорезистентности чувствительность к действию инсулина снижена, поэтому его вырабатывается больше. Глюкоза утилизируется не так эффективно, а ее уровень натощак после приема пищи повышен. То есть здесь уместна аналогия с почтальоном, да, который вот, доставил глюкозу к вашей двери. Предположим, да, ваш дом клетка, в которой нужно завести глюкозу. Почтальон звонит в дверь, дедушка открыл, посылку забрал. Хорошо, дедушка слышит. Предположим, что дедушка глухой. Вот инсулинорезистентность – это глухой дедушка. То есть почтальон позвонил раз, почтальон позвонил два. Приехал второй почтальон со второй посылкой. Приехал третий почтальон с третьей посылкой. И они интенсивно звонят, пока дедушка наконец-то не услышит и не отворит хоть как-то. Вот инсулинорезистентность в этом смысле работает примерно так. Если вы посмотрите на график, красный – это, собственно, инсулинорезистентность, ее рост. Желтый график – выработка инсулина. И голубой график – это уровень глюкозы. Таким образом, да, мы набираем жир в организме, мы становимся толще. Уровни глюкозы постепенно нарастают, потому что инсулин перестает справляться со своей работой. Вы видите, да, его становится все больше и больше для того, чтобы утилизировать глюкозу, при этом он справляется все менее и менее эффективно. И, наконец, что такое сахарный диабет второго типа? Это когда поджелудочная железа, она просто-напросто перестает откликаться, и инсулин не вырабатывается. Именно поэтому и для тех, кто болеет сахарным диабетом второго типа, бывают инъекции инсулина, потому что выработки нет, уровень глюкозы запредельный, влияние на здоровье негативное тоже запредельно. И вот здесь вот очень важно, да, чтобы немножечко это все дело концептуализировать. При инсулинорезистентности уровень глюкозы натощак и после еды повышен не только и не столько из-за снижения эффективности утилизации глюкозы, того самого глухого дедушки, та глюкоза, которая поступает с пищей, но и за счет продолжения поступления глюкозы из печеночного гликогена. То есть хорошо, вот это ускорение, акселерация распределения, может быть, не наступает, да, но там все равно есть другие маршруты для того, чтобы глюкоза расталкивалась. Но при этом и не снижается выброс из печени, или снижается, но неэффективно. Инсулинорезистентность, она предваряет сахарный диабет второго типа, как я уже сказал. И здесь, возможно, уместно вспомнить сахарный диабет первого типа, который является аутоиммунным заболеванием, да, который что при нем происходит? При нем инсулин не вырабатывается чисто в принципе, и люди вынуждены подкалывать инсулин для осуществления вот этих функций, про которые мы говорим. И именно на них видно, что происходит, если человек не ставит инсулин, и что происходит в абсолютной степени, когда его просто нет, да, а не когда понижена чувствительность или он перестал вырабатываться уже как конечная точка. Не останавливается распад белка, то есть мышечная ткань страдает капитально. И таким образом постоянно происходит
синтез глюкозы из вот этих вот аминокислот. И точно так же не прекращается распад жиров. Казалось бы, это хорошо, у нас как бы все замечательно, жиры идут в расход, но при этом, да, жиры идут в расход, происходит образование кетоновых тел. И это приводит зачастую к летальному исходу, который происходит через кетоацидоз. То есть печень продолжает запускать глюкозу в кровь, и кетоновые тела тоже продолжают синтезировать. Когда это бесконтрольно, когда это в очень большом количестве, это как раз приводит к летальным исходам, буквально. Вот очень важно для вашего понимания именно то, что не только нарушается абсорбация глюкозы, но именно не происходит вот этой вот остановки, которая является физиологичной, естественной и правильной. Ну и как уже сказано, да, инсулинорезистентность идет рука об руку с ожирением. Многие специалисты, в кавычках, ставят инсулинорезистентность как диагноз. Ну, и это правильно, это действительно диагноз. И называют ее причиной, а ожирение, неспособность похудеть, следствием. И, конечно, это неправда. Конечно, это неправда. Инсулинорезистентность может мешать набору качественной мышечной массы и способствовать жиронабору. Это факт. Но это когда мы говорим в разрезе масса набора, да, и когда мы просим людей сначала похудеть, затем стремиться к набору качественной мышечной массы. Потому как уже это мы проходили в прошлых частях, да, партиционирование, грубо говоря, в белковые структуры и в запасание жира, она будет нарушена, и человек при переедании будет жиреть куда интенсивнее, если он не чувствителен к инсулину. Однако уровень инсулинового отклика никак не помогает. Ну, вот исходный, да, есть люди, которые более склонны к развитию сахарного диабета, да, которые более склонны к инсулинорезистентности. Как они выявляются, да? Это инсулиновый отклик на поднятие глюкозы в крови. Исследования. Начнем с результата, потом я немножко расскажу про дизайн. Уровень инсулинового отклика никак не помог в прогнозировании прибавки в весе испытуемых, а их наблюдали в течение 14 лет. Испытуемые были разделены на 4 группы в зависимости от исходной степени гиперинсулинемии. То есть в 4 раза или в 6 раз. Короче говоря, разница в инсулиновом отклике на одно и то же количество глюкозы у людей была разная. И было предположение, что те, у кого инсулиновый отклик велик, соответственно, инсулин много, блокирует липолиз, эти люди должны быть склонны к диабету, к ожирению. Хотя, ну, по правде, к ожирению и к диабету. Но данное исследование показало, что никак исходный уровень инсулинового отклика не коррелирует с тем, насколько они в жизни зажирели. Подопытные из всех групп в отчетном периоде набрали примерно одинаковое количество веса и жира. И это никак не зависело от исходной чувствительности к инсулину. То есть никакой связи не было с тем, что человек зажиреет чисто в принципе, не зажиреет. Если зажиреет, то может быть тот, у кого инсулиновый отклик выше, типа должен зажиреть сильнее. Нет, пазл не сложился. Связи нет. Опять же, да, в обратном направлении. Мешает ли инсулинорезистентность похудеть? И выяснилось, что нет. Женщины с избыточным весом и ожирением, ну, это согласно индексу массы тела, вы видите диапазоны, и с разной степенью инсулинорезистентности в анализах худели одинаково успешно, вне зависимости от исходного уровня инсулинорезистентности. Были две группы, одна худела за счет диеты, другая худела за счет препарата, по-моему, это был сибутрамин, который снижал аппетит. Без разницы. Результаты добились и те, и другие. Причем было два исследования, как видите, 99 год и 2001. И в одном из них резистентные потеряли даже больше веса. И в любом случае при потере веса, то есть при снижении процента жира, уровень их инсулинорезистентности снижался. То есть они становились здоровее. Что еще раз нам говорит о том, что похудение означает улучшение чувствительности к инсулину, а не наоборот. То есть сначала мы худеем, потом у нас улучшаются анализы. Это ни в коем случае не вот эта история, да, у меня плохие анализы, у меня повышен инсулин, я не смогу похудеть, у меня повышен лептин, доктор сказал, что я там не смогу похудеть и я буду жрать. Нет, не так. Сначала мы меняемся физически, потом у нас улучшаются анализы, просто мы это видим как подтверждение.
Инсулинорезистентность и пища. Инсулинорезистентность снижает термический эффект пищи и снижает обменные процессы в состоянии покоя. Когда мы говорим про обменные процессы в состоянии покоя, мы говорим про resting energy expenditure, что в принципе коррелирует с базовым обменом веществ. Снижение там невеликое, но в общем в исследованиях его заметили. Про термический эффект пищи я вам просто напомню, что человек очень худой, не худой, а стройный и обезжиренный, его организм становится более расточительным к обработке, к усвоению углеводов и к усвоению жиров. С белком и с клетчаткой там и так хорошо. Именно поэтому вот понятие метаболической гибкости, оно очень сильно коррелирует вот именно как раз с обезжиренностью. Что такое метаболическая гибкость? Одинаково эффективное использование жиров и углеводов. Когда тебе не особо важно, какой у тебя источник, ты используешь его одинаково эффективно. В том числе это касается и термического эффекта пищи. Инсулинорезистентные люди при употреблении большого количества углеводов находятся в более сонливом и пассивном состоянии, что влияет уже на другую сторону переменной, да, на НИТ, нетренировочную активность. У людей с ожирением и инсулинорезистентностью на высокоуглеводных диетах была более низкая физическая активность и выше аппетит. 2018 год исследования. Говоря о влиянии диеты на здоровье людей с инсулинорезистентностью и диабетом, мы ориентируемся именно на содержание углеводов в целом и гликемический индекс и гликемическую нагрузку, но не на ее инсулиновый отклик. Вот он как раз играет минимальную роль. Ну, или даже противоположную. Мы все помним, насколько эффективны высокобелковые диеты для похудения и для диабетиков. У этих продуктов либо средний, либо высокий инсулиновый индекс, нам без разницы. Но поймите правильно, в первую очередь нас, конечно же, волнует устойчивость на диете, но большое количество углеводов у людей, у которых уже диабет или преддиабет, и зачастую это коррелирует с очень большим процентом жира, они не могут использовать эти углеводы эффективно. Уровень их глюкозы крови велик всегда. И для того, чтобы нам их вернуть в нормальные рамки, нужно людей сначала похудеть. Углеводы они используют неэффективно, жиров у них запас в теле большой, именно поэтому мы можем позволить себе очень большие дефициты. Ну и в принципе, да, если эти люди едят углеводы и налегают на углеводы, то кроме подъема глюкозы в крови до опасных уровней, а ведь у нас там это все еще сочетается с повышенным давлением, с риском обострения сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. В общем, нерационально. И, опять же, сонливость, снижение активности, повышение аппетита. Я в этот раз не вставил график, у меня еще был график, наверное, я его добавлю, 18-й поток его увидит. Именно рост инсулина у здорового человека и рост инсулина у человека, который болен сахарным диабетом, в ответ на прием пищи. То есть у здорового человека это большой пик, и это эффективно. У диабетика это прям небольшое повышение. И мы помним связь инсулина с аппетитом. И опять же, мы можем это все связать с тем, что люди с большой степенью ожирения и с установленной инсулинорезистентностью, они не наедаются, у них нарушение аппетита. И все это, опять же, коррелирует с лептинорезистентностью, которая тоже нам говорит о чем? О повышении аппетита, о том, что люди не наедаются. Давайте смотреть в исследования, да. Если мы смотрим в общую массу исследований, то нам по большому счету без разницы худеть на высокоуглеводных диетах или на высокожировых, низкоуглеводных или низкожировых. А высокоуглеводные даже показали себя чуть лучше. Но вы помните, что в этих исследованиях, как правило, принимает участие большое количество людей, и мы видим некие средние цифры. То есть кто-то похудел эффективнее, кто-то менее эффективно. Тот, кто эффективнее, почему? Может быть, баланс углеводов, а может быть, активность была выше, может быть, еще что-то. И иногда необходимо вглядываться вот именно в то, какие люди как показали. И вот здесь вот про углевод начинается интересно. Некоторые исследования показывают преимущество низкоуглеводных диет для людей менее чувствительных к инсулину. И отсутствие разницы либо преимущество высокоуглеводных диет для более чувствительных к инсулину. Причина, как я уже озвучил, мы смотрим на средние цифры, тогда как между отдельными людьми может быть разница в зависимости от исходных параметров здоровья.
В целом люди менее чувствительны к инсулину, лучше теряют жир и вес на диетах с низким гликемическим индексом и со сниженными углеводами в целом. Они легче этих диет придерживаются, они эффективнее поправляют показатели здоровья. Впрочем, не все исследования в этом единогласно сходятся. То есть разбежка есть, но общая масса исследований скорее благоволит этому. Опять же, поликистоз – еще одна причина инсулинорезистентности. И женщины с этим диагнозом эффективнее теряют жир и сохраняют мышцы на более низких углеводах, соответственно, на более высоких жирах. Женщины, чувствительные к инсулину, эффективнее снижали процент жира на высокоуглеводных диетах. Опять же, ссылки на исследования вы видите. Кому конкретно стоит придерживаться низких углеводов? Я еще раз напоминаю, да, что низкоуглеводными считаются диеты ниже 150 грамм углеводов в день, кетогенными считаются диеты менее 50 грамм углеводов в день. И, возможно, просто из-за величины вашей планки вы уже автоматически оказались на низкоуглеводке. Просто потому, что у вас сильный дефицит калорий и вам очень много не втиснешь углеводов. Или мы действительно сознательно из-за процента жира его снизили. Опять же, углеводы можно не резать в ноль, но иметь в виду гликемический индекс и гликемическую нагрузку. Просто более грамотно выбирать продукты. Мы не хотим сейчас вешать на углеводы синоним зла, потому что мы про них уже прочитали очень много хорошего, но тем не менее. Если ты относишься к категории избыточный вес, то есть от 20% жира для мужчин и свыше 30% жира для женщин, уже возможно, что у тебя диагноз инсулинорезистентность присутствует. Не у всех. Но чаще всего с таким процентом жира, если даже он не меняется, это вопрос времени, когда показатели здоровья, когда показатели метаболического здоровья начнут проседать. Если ты относишься уверенно к категории ожирения, свыше 26% жира в теле для мужчин, свыше 39% жира для женщин, то это все наверняка инсулинорезистентность. Многим из таких людей мы так выдали калорий и белок, что там, в принципе, на жиры углеводы остается немного, и вы автоматически залетели в эти категории, да, и, там и низкожировых, и низкоуглеводных диет. Либо выдали все макросы, то есть калории, белки, жиры, углеводы с упором на жиры. То же самое касается девчат с поликистозом и аменореей, то есть потеря месячных. Вам, пожалуйста, делайте упор на жиры. Спортсменки, которые повыступали, там, соответственно, доросли, досушились до низкого процента жира, словили проблемы. Опять же, да, переходим на высокожировые диеты. С возрастом, свыше 65 лет, чувствительность к инсулину становится хуже. Но физическая форма куда более важный индикатор. То есть, если мы смотрим в некое общее население, которое, да, уже с возрастной саркопенией, которые подзажирели, но утратили большое количество мышечной массы, да, все то же самое. Стараемся сдвинуться в пользу жиров. Но эти категории населения, они, как правило, и белка не доедают, и вообще там с питанием все очень плохо. Но не выросло у нас еще поколение тех, кто как бы осознанно относится к себе в таком возрасте, по крайней мере, в части питания. Но опять же, да, физическая форма куда более важный индикатор. Если мы видим человека в возрасте, который тренируется и не бросал, который все еще в хорошей физической форме, который не приобрел вот, знаете, как этот стариканский внешний вид, когда мы видим этих дедушек, у которых худые острые плечи, тонкие руки, живот на выкате. Вот это оно. Это хреновый сценарий развития событий. Бабушек это то же самое касается. Но если человек, что говорится, on point, то, в общем-то, это правило к нему применять не следует. Опять же, если есть диагноз от врача, инсулинорезистентность, метаболический синдром, преддиабет, диабет, пожалуйста, добро пожаловать на низкоуглеводку. И снова исключение. Если присутствуют ежедневные тренировки, то чувствительность к инсулину у этих людей приближена к норме, даже у тех, кто с ожирением. Насколько я помню исследование, там говорилось про то, что даже спустя 24 часа после тренировки чувствительность к инсулину все еще повышена. Но давайте говорить все-таки о ежедневном тренинге, который сразу у нас объединяется в группу факторов. Да? Чувствительность к инсулину, прогрессивную перегрузку, рост мышечной ткани, очень-очень-очень много плюсов.
Поэтому, если у вас есть проблема и если у вас возраст, то, пожалуйста, начинайте тренироваться. И если вы помните лекцию про белок, чувствительность к лейцину, вот эта вот разовая порция белка, которая должна увеличиваться с возрастом, она тоже снижается при тренинге. Поэтому тренинг это всегда хорошо. Но я рекомендую все равно помнить, что тренинг должен быть достаточно интенсивным. Если вы делаете просто вялое что-то, велик шанс, что вы не делаете для себя практически ничего. То есть интенсивность должна присутствовать. Ну и давайте уже подведем как бы общее по по высокоуглеводным диетам, да, по норме углеводов в рационе, о том, кому можно, сколько можно, есть ли верхний предел употребления углеводов. Я скажу так, как правило, когда мы выставляем диету, мы смотрим на количество белка. Ну, мы, скажем так, мы подбили колораж, который нужен человеку. Мы выставляем адекватное количество белка, прежде всего. Остаток макросов, он уже расходится на жиры и углеводы. Как правило, люди и так неплохо распределяют жиры и углеводы в зависимости от своих предпочтений. Вы помните, что номер один, как бы мы ни говорили об улучшении показателей здоровья, именно снижение процента жира, именно похудение даст больший эффект, чем какие-то манипуляции с количеством углеводов и так далее. Нам важно, чтобы человек эффективно обезжиривался и чтобы это было устойчиво, чтобы он не срывался. Поэтому конкретику по жирам и углеводам мы даем сравнительно редко. На что мы, как команда Physical, всегда смотрим, обращаем внимание. Конечно, да, важно количество белка, углеводы. Стараемся, чтобы люди не падали ниже 80 или 100 грамм, если это не сделано умышленно. И по жирам не менее 15% от общей калорийности. Вот менее 15%, там уже гормональные сбои начинаются, ну, прям уверенно. И, скажем так, для мужчинам это легче сходит с рук, чем женщинам. Мы просто смотрим, чтобы люди при выборе своего питания, да, не сильно экстремалили в ту или в иную сторону, но, как правило, все автоматически, в общем-то, ложатся куда-то в рамки нормы. Но если смотреть на исследования, да, мы с вами поговорили про сахар, что оптимально, что не оптимально, как быть, что делать. Если мы смотрим в историю, то в культурах некоторых народов углеводы занимают до 90% рациона, причем в основном из фруктов и меда. Это мы будем говорить, например, о масаях, то есть народы Африки, да, очень много клетчатки, невероятное количество, потому что пища растительная, фрукты, мед постоянно. А это значит что? Это значит, в принципе, сахар. И ничего страшного. Фрукты были основой человеческого рациона с древнейших времен. Глюкоза буквально всегда находится в нашей крови. Поэтому, это еще раз, да, не боимся. Высокоуглеводные диеты, типичные и привычные для жителей Окинавы. Если вы помните, это, в общем-то, долгожители. И для жителей Гавайев, которые тоже там, у них жизнь не сильно короткая. То есть и при этом это все сочетается с здоровьем и с низким процентом жира у людей. Точнее, написано низкий процент людей с ожирением. Ну, в общем-то, да. То на то и выходит. Здесь я не написал, но можно также вспомнить средиземноморскую диету. То есть там, наверное, будет немножечко больше жиров в процентном соотношении, потому что у людей есть оливки и избыток рыбы, а значит омега-3. Но при этом довольно много углеводной пищи, много цельнозернового. Практически идеальная диета вот с точки зрения долгожительства и всего, что мы о ней знаем. Из науки. Метаанализ 2018 года задался вопросом влияния высокоуглеводных диет на композицию, эффективность похудений, ну и риск на есть пузо. Ну, то есть, грубо говоря, это все то, о чем мы с вами уже говорили, да. Влияет ли процент углеводов на эффективность похудений, влияет ли количество углеводов в диете на риск растолстеть, может быть, там при равном профиците мы будем толстеть больше на углеводах. Нет, никакой связи не нашлось. Это было вот очередное очень важное и почему-то очень громкое исследование 2018 года, хотя и до 2018, в общем-то, исследователи все это видели и знали. Просто это был очередной какой-то бум
какого-то кино в духе «Сахар», какой-то кетогенной истерии, и люди в очередной раз напомнили, что углеводы не зло. Интересное исследование, большое, 5500 человек, которое длилось 25 лет. А, То есть этих людей наблюдали. Было очень интересно. Это был опросник, причем людей начали опрашивать вот не то, что вы ели 25 лет назад, да, это с определенной периодичностью, да, может быть, она была не супер частой, но тем не менее, да, это были одни и те же люди, которых через опросники опрашивали о том, каков их типичный рацион, и делали выводы. А, Вот их опрашивали про содержание углеводов в пище и оценивали их болезни, их смертность и так далее. Более того, результаты того, что показало это исследование, его сравнили с результатами еще порядка 400 тысяч человек из 20 стран. Там были самые разные исследования, разные длины, разные группы людей, но все сводилось к одному, да, количество углеводов в диете и что там происходит со здоровьем. Что интересно, минимальная смертность от всех причин находится на потреблении 50-55% от общего колоража из углеводов. Ребята, это немало. Это, ну, при планке в 2500 калорий, это 300 грамм углеводов там. То есть это прям уверенно крепко углеводная диета. Повышение смертности было при потреблении ниже 40% и свыше 70%. То есть, когда мы начинаем идти в стороны, вот там риски по смертности от всех причин растут. В первом случае, да, почему все-таки низкоуглеводные диеты и смертность? Типичные мясоедные высокожировые диеты, потому что, как правило, меньше углеводов, значит больше жиров. Как правило, это означает больше жиров животного происхождения, которые зачастую не очень хорошо влияют на липидный профиль. Очень часто последователи этих диет не наедают свою клетчатку, там, свои килограммы овощей и фруктов, что тоже сказывается. Поэтому а, до тех пор, пока они худеют, их показатели увеличиваются, но в долгосрочной перспективе их анализы портятся. И риски помереть от тех или иных причин, они тоже растут. Второе, избыток углеводов. Да, мы смотрим на очень бедные по нутриентам диеты, когда углеводов в рационе свыше 70%, это можно себе представить. Это значит, что человек либо питается одними булками, и просто, да, у него уже будет там дефицит по белку, дефицит по жирам. Второе, можно сделать вывод по его микронутриентам. То есть, может быть, это будет крестьянин, который питается одним рисом, но для здоровья не очень хорошо. Может быть, это будет житель развитых стран, который питается одними снеками, ну, скорее всего, и то там на жир пришелся бы какой-то процент. Но в любом случае, с точки зрения микронутриентов, не очень хорошо. Вот, поэтому золотая середина, она как бы говорит скорее в пользу углеводов, чем в их недостаток. Ну и минимум, как я уже сказал, от 80 до 100 грамм углеводов в день. Это то, что мы считаем, ну, то, что мы, да, вся исследовательская группа разумным минимумом для мозга, для ЦНС. Вот, такие дела. А, На этом про углеводы основная часть все. Я еще намерен вам рассказать про рефиды, я еще намерен вам рассказать про читмилы, про восстановление от тренинга и вообще как туда вставить, засунуть углеводы. Так что у вас еще будет по углям одна короткая лекция. Надеюсь, что вам опять стало многое понятно и полезно. Пока.